Привет! Сегодня у нас новая тема, и она связана у нас с соединениями планет, которые дают богатство и материальный успех в жизни человека. И в своих видео я как-то говорила то, что не каждый человек может стать миллионером и имеет, скажем, к этому способности, да. Для этого тоже нужны определенные комбинации планет. Ну и в целом, если мы говорим, это определенные программы души, которые она выбирает пройти через такие испытания. Потому что, да, испытания деньгами есть, и оно может проигрываться как и испытание их дефицитом в бедности, да, так и испытание их избытком, когда есть и деньги, и власть, и тут уже очень сложно удержаться от соблазнов и, скажем, не предать себя, свои ценности и правильно ими распорядиться. Но сегодня мы рассмотрим главные показатели. Я расскажу о том, что такое дхана-йога, йога богатства, как она формируется в гороскопе, ну и по желанию вы можете тоже рассчитать, посмотреть, если у вас есть эти комбинации. Наличие таких комбинаций йог богатства в вашем гороскопе указывает на очень хороший, высокий потенциал для богатства и процветания, именно материального. И когда мы знаем о их наличии, мы понимаем, скажем, какой вектор выбирать, какую деятельность выбирать, на что делать упор в своей жизни и как правильно распоряжаться своими финансами в том числе, когда мы изучаем, да, свою натальную карту, изучаем себя. И существует очень много, скажем, разновидностей соединений планет, которые дают йоги богатства, но мы сфокусируемся на главных, и прежде чем мы к ним перейдем, я скажу, что кроме этих соединений очень важно учитывать силу Юпитера, потому что он в целом отвечает у нас за материальные блага, за удачу, успех, за такое расширение, да, и он должен быть связан как-то с вторым или 11 домом, это дома финансов, накоплений, денег. Также это сила Меркурия, потому что Меркурий отвечает за коммуникацию, за общение, за интеллект. И если человек, например, не способен коммуницировать с другими людьми, общаться, то ему будет достаточно сложно преуспевать как и в карьере, так и поднимать свое материальное положение. Еще сила Венеры учитывается, потому что она в целом карака или показатель богатства и роскоши. Конечно же, Лагна — это управитель восходящего знака. Например, если вы восходящий рак, то ваш управитель — планета Луна. И вот нам нужно оценить силу Луны, где она располагается, потому что это указывает силу личности, да, в целом, насколько человек способен реализовать свой потенциал. Очень часто бывает, что натальная карта имеет очень много потенциала, очень много задач. Человек способен очень многого достичь в жизни. Но если у него слабый управитель первого дома, Лагна или Лагнеш, тогда он, скажем, не способен, сила личности, да, не успевает реализовать весь тот потенциал. И здесь можно использовать методы компенсаторики, да, или гармонизации для того, чтобы, скажем, прокачивать эту планету, развивать эти качества в себе, для того, чтобы, скажем, вывозить, да, все эти задачи, потенциал, который у вас заложен. И также важно оценивать 12-й дом гороскопа, потому что он отвечает у нас за траты и расходы. И важно, чтобы он был по силе домов меньше, чем 2 и 11 дома накоплений, да. Ну, логично, то, что вы должны зарабатывать больше, чем вы тратите. Таким образом, вы накапливаете богатство, да, и, скажем, деньги приумножаются. Если все, что вы зарабатываете, вы сразу тратите, вам нечего будет накапливать и умножать, понимаете? И еще сильный Юпитер в карте, в целом в гороскопе, он может давать человеку пожизненное процветание и финансовую стабильность, то есть успех с деньгами, да, не будет нужды в деньгах. И это не значит, что это какие-то сразу миллионы, это в целом хорошее состояние, когда сфера денег или финансов, она не на повестке дня, когда все базовые потребности закрыты, и человек об этом не волнуется. Если же есть хорошие, сильные йоги богатства, то, конечно же, и плюс все эти показатели сильны, как я сказала, то, конечно же, это означает очень большие материальные успехи. И мы сегодня рассмотрим на примерах карты успешных, богатых людей, и вы увидите, как это у них проигралось. Еще
для того, чтобы, скажем, поднимать Юпитер, да, и для того, чтобы быть богатым, материально успешным, как мы знаем, Юпитер отвечает у нас за высшее знание, законы, за мудрость, за осознанность и духовность. Поэтому, кто хочет быть богатым, работайте со своим Юпитером, усиливайте его качества, развивайте их в себе и выводите его энергию в гуну благости или в гуну саттвы. И для образования дхана-йог, вообще в целом, да, что такое дхана-йога? Дхана означает с санскрита богатство, йога — это соединение. Поэтому это такой термин, который подразумевает определенную комбинацию планет. И когда мы рассматриваем именно сферу богатства, да, то мы смотрим дома богатства, дома, которые отвечают в гороскопе у нас за деньги. Это второй дом, прежде всего, который является домом ресурса в родительской семье и показывает богатство человека, врожденное или приобретенное. И 11-й дом, он является домом успеха, статуса, амбиций, влиятельных друзей, доходов. Также 9-й дом – это дом удачи и благополучия. Но и наряду с 9-м домом важную тоже роль играет 5-й дом. Это тоже один из домов Юпитера, дом, который отвечает за удачу, и это еще дом накопленной кармы. Поэтому мы можем видеть, насколько, скажем, человек, это он еще из прошлого, да, скажем, наработал, накопил, соответственно, в этой жизни у него все намного легче или уже сразу дано по рождению. Или же, если есть много поражений, да, и отсутствуют в целом эти йоги, присутствуют другие йоги бедности, о которых мы поговорим в следующих видео, тогда мы понимаем, что это связано с его поступками в прошлом. И основные дхана-йоги, они связаны со следующими домами. Это связь 2 и 11 домов. То есть, например, хозяин 2 дома расположен в 11, а хозяин 11 во 2, да, такой обмен между хозяевами. Далее это связь 2 или 11 с 9 домом по той же схеме. И это связь через управление, через аспекты, через нахождение в одинаковых накшатрах. И еще хорошо, если Юпитер, как планета благополучия, и Венера, как планета материального процветания, находятся во 2 или в 11 доме. Управляют, аспектируют, ну а если находятся, то вообще супер. И для оценки дхана-йог важно еще определить силу участвующих в них планет. То есть может быть такое, что дхана-йоги есть в карте, они присутствуют, но есть поражение или планеты очень слабые, тогда это говорит о том, что, скажем, уровень достатка будет каким-то лимитированным, он не сможет полностью проявиться, полностью проиграться. Но если же планета находится в собственных знаках, в знаках экзальтации, и есть еще и несколько таких дхана-йог, то это в целом очень сильно усиливает гороскоп на тему богатства, да, и человек в жизни будет очень сильно преуспевать в делах, которые связаны с деньгами. Чем сильнее эти планеты, чем лучше они расположены, тем, соответственно, вот эта емкость материального благополучия, она больше и шире. И в целом натальная карта, она показывает предрасположенности и возможности человека к социальному успеху, к его богатству. И наличие йог — это классно, но важный момент — смотреть планеты, которые участвуют в этих йогах, в этих соединениях, и оценивать их силу, чтобы тогда точно понять, насколько это может проиграться, какая будет емкость, какой потенциал. И важно учитывать личные планетные периоды и особенность этих планет, потому что в эти, во-первых, периоды планеты, которые участвуют в дхана-йоге, в их периоды будут происходить взлеты или падения в жизни человека. Если планеты сильные, тогда это взлет, подъем, это увеличение материальных благ. Но и нужно смотреть, что это за планета, по каким качествам, потому что если, например, это Сатурн, который участвует в дхана-йоге, и приходит его период, то это говорит о том, что здесь человек достигнет успеха чисто благодаря своим усилиям, своему терпению, и он может в это время из нищеты прийти в богатство, то есть это будет путем преодоления, да? Если это Юпитер, это может дать реализацию через знания, через саморазвитие, через духовность и через детей в том числе, то есть это уже будет совсем по-другому проигрываться. Здесь нужно
в целом рассматривать, потому что тот же Юпитер может дать хорошее, удачное рождение в состоятельной семье и изначально хорошую благую карму на предмет денег. Но еще такой важный момент, который следует каждому из нас помнить, это то, что материальное процветание — это возможности наши, влияние на окружающий мир. Чем больше у нас есть ресурсов, тем больше у нас ответственности. Как я и говорила в начале, испытание деньгами. Когда это большие деньги, когда это большая власть, потому что с деньгами она приходит автоматически, это говорит о том, что много ответственности. Это такие испытания, которые не каждый способен пройти. Поэтому, когда мы, например, стремимся к деньгам, к большим заработкам, очень важно понимать и думать, что стоит за этим, какая за этим есть цена. Возможно, иногда стоит научиться просто радоваться тому, что есть, и иметь семью, хорошие отношения, хорошее здоровье, нежели получить деньги, пойти по головам и потерять радость, семью, счастье и так далее. Такое, к сожалению, тоже очень часто случается на своих консультациях. Я это вижу. Я вижу, как это проигрывается в жизни людей. И это тоже урок, это тоже нужно пройти. Но когда мы понимаем заранее, это помогает, скажем, не наделать каких-то ошибок и снова не создать себе карму, которую придется отрабатывать в будущем. И есть фраза известная, то, что не в деньгах счастье, но это вот про йоги богатства, то, что присутствие финансов, денег, они не приносят счастья. Они улучшают комфорт жизни, да, но счастье приносит их осознанное применение. Одно дело, когда вы только все делаете для себя, в какой-то момент приходит пресыщение, когда уже у вас есть там 5 машин, но шестую покупать уже ничего не изменится, или огромный дом, в котором есть все удобства, второй такой же, но тоже сильно не поменяет ничего. Но когда эти деньги, эти финансы способны менять жизни других людей, способны давать им какие-то лучшие, да, комфортные условия для проживания, которые помогают людям другим получать образование, например, деткам помогать в лечении, в целом, да, нуждающимся людям покупать еду, какие-то базовые потребности закрывать, вот тогда эти деньги в таких случаях приносят радость, потому что они были направлены на созидание, на что-то благое, они были направлены на служение миру, служение обществу в целом. Поэтому распоряжайтесь деньгами мудро, осознанно. Желаю каждому быть богатым, счастливым, иметь много материальных благ и знания и мудрость, как ими правильно распоряжаться. Но если хотите узнать, существуют ли у вас йоги, переходите по ссылке внизу. Не забывайте про энергообмен, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если не подписаны. Жду вас в комментариях и до скорой встречи!